Доброе утро, дамы и господа, уважаемые коллеги. Пятница, 30 декабря. Рад приветствовать вас на ежедневных обзорах рынка криптовалют. По традиции предлагаю подписаться на все мои информационные источники. Это YouTube канал, Telegram канал, где мы говорим исключительно о поиске точек входа в начале тренда. Друзья, последний день рабочий месяца, последний день рабочего года. Подводим, скажем так, итоги. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за доверие к моему каналу, за ваши подписки, за ваши лайки. Мне тоже это важно, ценно и приятно. Что хочется сказать еще. Значит, со следующего года я думаю, что мой канал будет развиваться еще активнее, динамичней. Нас станет еще больше. С января месяца я планирую запустить чат отдельный интрадей трейдеров для тех людей, кто хочет идти со мной вместе, развиваться дальше. Искать точки входа внутри дня по различным активам. Поэтому, если у кого-то есть дополнительный интерес, пишите в мою личку, в телеграм-канал. Там я вас встречу, сопровожу в отдельный канал. Значит, это будет чат с абонентской платой. $50 в месяц, поэтому кто хочет, как говорится, welcome. Год выдался достаточно сложный для рынка всего в целом. Безусловно, да, нас ожидало много негатива. Давайте посмотрим вкратце, чем мы заканчиваем этот год и что может ожидать нас в следующем году. Давайте посмотрим. Вчера фондовый рынок Америки закрылся весь практически в позитивном русле, чего не скажешь о рынке криптовалют, который продолжил свое снижение. Экономический календарь уже до следующего года уже, естественно, разряжен. То есть до вторника, до 3 января, по сути дела, никакой уже деловой активности не будет. 1 числа у нас, естественно, Новый год. 2 рынки не работают, ну, частично там, да, и начало там где-то есть какая-то деловая активность, но в целом все начинается, вся активность с 3 числа. Поэтому я надеюсь, что 23 год будет более позитивным, чем 22. Ну, это, скажем так, мои ожидания. В любом случае мы будем принимать торговые решения, исходя из того, что у нас происходит в реалии на рынках, исходя из тех новостей, которые нам подгоняют с большим успехом. Ну, будем принимать здравые решения, исходя из всего того, что будет складываться в общей мировой конъюнктуре. Посмотрим, давайте уже предлагаю перейти к графику биткоина. В целом, да, какая картина касательно даже волновой теории. То есть у нас есть, в принципе, аптренд, да, он как был, он так и есть. Да, у нас сейчас существенный уровень коррекции произошел, но в рамках волновой теории Эллиота пока рисуется все достаточно неплохо, укладывается в волновую разметку. Значит, у нас была сформирована 19-20 год первая волна, вторая к ней коррекция. Это все, начиная с ковид-дампа, можно идентифицировать как третью волну. Ну и то, что мы имеем сейчас, это пятиволновая структура четвертой волны, которая сводится сейчас в конечный диагональный треугольник. Но самое главное правило формирования четвертой волны, она не должна заходить за границы первой. То есть вот у нас уровень первой волны, это $13 700, плюс-минус $100, в зависимости от котировок по разным биржам. Ну, собственно говоря, формирование этого диагональника и сводится к этим отметкам. То есть надо понимать, что первый квартал я никакого лично чуда от рынков не жду. Безусловно, Америка борется в рамках своей денежно-кредитной политики к ужесточению. Значит, следующий год ставки ФРС будет также поднимать, по крайней мере, первое полугодие. Ну, соответственно, это будет оказывать влияние как на индекс доллара, а индекс доллара будет в свою очередь оказывать влияние на весь криптовалютный рынок в том числе. Если мы даже посмотрим по временным метрикам формирования этого клина или финального, да, треугольника, то
мы видим, что он может формироваться вплоть до мая месяца. Да, то есть мы можем иметь вот в рамках него какое-то несущественное движение, да, с последующим выходом в верхнюю зону. В первом полугодии возможно еще какое-то снижение в рамках данной структуры. Ну а в целом нас может ожидать ближе к середине года начало роста. Соответственно, да, сентимент по рынку крайне негативный. Этот год нам запомнился всем и крахом проекта Луна летом этого года, и крахом FTX, более серьезным, более болезненным. На рынке, по крайней мере, очень много фуда, негатива. Многие проекты просто уходят на самое свое дно, пробивают локальные минимумы. Мы видим, какое терпит сейчас пока крушение проект Solana. Еще на пике он стоил больше $200, под 250. Сейчас это 8-9. Перспектива достаточно мутная по нему. Поэтому, конечно, этот год выдался для многих криптовалютных проектов крайне тяжелым. Но я понимаю, что чем больше негативного сентимента подгоняют на этот рынок, тем больше это заставляет многих людей расстаться со своими монетами, потерять веру в этот рынок и зафиксировать свои убытки. Но тем не менее, мы должны с вами как трейдеры понимать, что и как инвесторы отчасти, что чем хуже сентимент весь этот, тем больше вероятность того, что медвежий рынок подходит к своему концу. Мы с вами это видим и по характеру уже снижения. То есть объемы на рынке становятся крайне маленькие, крайне низкие. Снижения как такового, как и роста, пока нет. То есть тренд нисходящий в рамках четвертой волны имеет свое старение. Шортить с текущих отметок рынок, ну, как минимум, это не разумно. Искать точки входа в лонг в долгосрок еще время не пришло. Поэтому в целом надо ждать развития ситуации. Да, мы то, что с вами видим в рамках дня, это в основном вынос коротких позиций, как лонгистов, так и шортистов. Собственно говоря, биткоин, эфир пока показывает такое достаточно слабое движение, поэтому в целом альткоины выглядят очень слабо, и большинство из них смотрит на снижение. Но опять-таки все надо делать в рамках технического анализа, в рамках той структуры рынка, которая есть в целом. Поэтому сегодня и завтра я думаю, что надо расслабиться уже по отношению к рынку. Да, могут в это время устроить какие-то, скажем так, движения, да, но это будет все только опять-таки в рамках того, что кто-то захочет снять стопы очередных участников рынка. Поэтому в целом глобально пока рисуется так, то есть мы идем в рамках, движемся в рамках четвертой волны нисходящего годового тренда, который, я полагаю, что уже подходит к своему где-то завершению. Плюс-минус квартал, может быть, 2, и мы увидим какой-то выхлоп. То есть с технической точки зрения, с технической стороны, несмотря на весь негативный сентимент, который есть на рынке, я ожидаю, что где-то ближе к второму полугодию нас может ожидать уже перестроение структуры нисходящего тренда на перелом этой структуры в восходящем направлении. Что же касается, ну, то есть, опять-таки, да, ждем формирования этого нисходящего клина, и дальше уже по ситуации будем работать. Первая преграда, естественно, это вот это трендовая нисходящая. Следующая преграда, это будет у нас очередная трендовая линия, которая по вот этим проводится пиком. Ну, соответственно, вот это наш глобальный, скажем так, даунтренд, глобальная линия сопротивления, которую мы будем стараться на биткоине пробивать. По порядку формирования пятой волны уже надо будет смотреть по факту закрепления и в моменте того выхода из этого диагональника, когда это случится. Давайте посмотрим на эфир. Эфир также движется, ну, у него несколько другая графическая структура. Это
нисходящий параллельный канал. Вот. Ну, безусловно, он где-то повторяет движение биткоина. Да, он часто идет в разрыв с ним. Где-то ускоряется в 2 раза, где-то, ну, в основном, либо ускорение происходит в 2 раза в моменте роста, либо ускорение в 2 раза в моменте падения. То есть тут очень большое значение еще влияет и доминация биткоина, доминация самого эфира. Ну, в рамках, если предположить, первого квартала, это где-то январь, февраль, март, то нижняя граница находится на отметках $800, где-то плюс-минус. Ну, верхняя граница тут пока 1100. Поэтому где-то будем пилить этот параллельный канал. Опять-таки с движениями как вверх, так и вниз. Поэтому, ну, в целом глобально будем смотреть за биткоином для того, чтобы понимать, что будет происходить у нас с эфиром. Так, что еще у нас с вами? Доминация биткоина, да, выглядит достаточно сейчас, ну, во-первых, идет растущий тренд. Да, у нас есть сейчас сопротивление на отметках 42%. Где-то мы сейчас пытаемся пробить эту зону, да. Более высокие уровни сопротивления, это отметка 44%. Ну, следующий пик это 48. То есть где-то в этих диапазонах мы сейчас будем с вами находиться и пилить эти боковые движения. Безусловно, при резком, например, всплеске и поднятии к уровню 44%, это вытянет дополнительную ликвидность из альткоинов. Ну, соответственно, как минимум с альтой сейчас надо быть очень аккуратным, потому что мы с вами видим, как многие проекты сейчас терпят неудачу, поэтому если еще и доминация в этом смысле подтянется вверх, то я боюсь, что альткоинам будет совсем туго и тяжело. В моменте мы, кстати, видим какой-то всплеск активности на самом биткоине. Сегодня индекс доллара направился в восходящем направлении. И фьючерсы на Америку торгуются в отрицательной динамике 0,2-0,3%. Поэтому в целом, конечно, биткоин уже рисует минус 1% в рамках сегодняшнего дня. Но мы понимаем, что начинается какой-то нажим на этот рынок. Но в целом, давайте посмотрим уровни поддержки в рамках текущих отметок. Это $16 400, но мы уже в который раз подходим к этому уровню. Есть все шансы увидеть пробой его, да. $16 200. Следующая идет поддержка. Ну и финалка это $15 700-800. Вот где-то в рамках этих этажей, в рамках этих диапазонов мы с вами можем двигаться и наблюдать движение биткоина. То есть слабость покупателей здесь очевидна. Свечи идут объемные. Данная свеча, которая 4-часовая, закончится у нас через 30 минут. Ну, говорит нам о том, что мы поглощаем, да, вот это вот какое-то восходящее движение. И при каком-то дальнейшем откате наверх можно подыскивать точки входа в шорт. Но опять-таки в рамках того, что у нас волатильность сейчас угасает, ну, и у кого есть, безусловно, в канун праздника время, то можно, безусловно, какие-то короткие позиции отрабатывать. В целом, подытожу, рынок смотрит у нас пока вниз. Я думаю, что эта ситуация изменится. Но опять-таки будем работать по факту, не будем гадать. Ну, остальное все движение поддается техническому анализу, в рамках которого каждый день мы ищем точки входа в начале тренда. Друзья, всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем счастья, здоровья, удачи вашим родным и близким, вашим семьям. Я думаю, что добро в итоге должно победить зло в этом мире. Поэтому хочу подытожить все вышесказанное и
В целом мы идем в нисходящем тренде. Друзья, хочу подытожить все вышесказанное. В общем, в целом глобально идет нисходящее движение, но мы сейчас не об этом уже говорим. Мы целимся в рамках 2023 года, ждем какой-то положительной динамики, положительного изменения ситуации. Поэтому в данный момент времени я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам счастья, здоровья, вам и вашим близким, позитива, удачи и побольше радостных дней в нашей жизни. С вами был на связи честный трейдер Дмитрий Нискевич. До связи в следующем году. В рамках видеообзоров, в рамках общения телеграм-канал я буду постить какие-то интересные моменты и свои мнения по рынку. Поэтому желаю еще раз всем удачи, всем профита, всем добра и всем пока.